6 месяцев прошло с момента запуска моей программы. Программа «Деньги от апостола» заключается в том, что я плачу деньги за информацию. За 6 месяцев я выплатил более 50 миллионов русских рублей. Я плачу на карты банков РФ напрямую, на иностранные карты, на телефоны или же в крипте. Способы изучены, известны, вопросов ни у кого не возникает. Мне нужна информация от военных непосредственно с линии боесоприкосновения, а также от военных, находящихся в тылу, начиная от рядового состава и заканчивая старшими офицерами. Сейчас появилась необходимость в информации от МЧСников, сотрудников аэропортов и сотрудников НПЗ. Приоритетная связь по WhatsApp. WhatsApp не прослушивается. То, что вы получаете себе на телефон смс-ки, что ФСБ все контролирует, это все ложь и чушь. Второй канал связи – Telegram. Потом электронная почта для староверов. Пишите, отвечу всем. Если информация интересна, поговорим голосом. Информация всегда проверяется. Деньги наперед не платятся. Как можно обращаться? Константин. Побеседуем с вами? Давайте побеседуем. Вы даете добровольное согласие на запись публикацию нашего интервью? Да, даю. Тогда представьтесь, как зовут вас, фамилия, имя, отчество, дата рождения, откуда вы. Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Звание, должность, подразделение. Звание лейтенант, должность командир взвода, подразделения, воинской части 69-368. Когда попали в Украину и как? Мобилизованный в Украину попал 15 октября поездом. То есть вы не контрактник? Нет, не контрактник. Понял. До этого где служили? До этого я служил последний раз в 2004 году. То есть закончил военное училище в 2004, прослужил буквально 3 месяца, потом уволился. Не захотели связывать себя с Нет, не захотел себя с армией связывать. Чем занимались вообще в жизни? Работал на гражданке, работал в авиационной сфере, в сфере обслуживания, в сфере гостиничной, ресторанной. Да. Сколько зарабатывали по последней работе вашей? На последней работе где-то примерно 70 тысяч. Это хорошо. Да, это нормально, но не очень много. Ну, по меркам вашего города. По меркам Москвы мало совсем. Этого мало. Подождите, так вы же не в Москве. Ну, Подмосковье. Это ближнее Подмосковье. А сколько нормально для ближнего Подмосковья зарплата? Но не меньше сотни. Не меньше сотни. Так вы мобилизовались. Почему? Потому что вам здесь пообещали хорошую зарплату? Нет, это в обязательном порядке по повестке. Это как призыв в армию, как на срочку. То же самое все. Вы уверены в том, что это обязательно? Ну, я уже не могу судить о том, что, то есть, мне повестка пришла, я пошел. Нет, я понял. Судить о том, что обязательно это было, можно было бы этого избежать или нет, я уже, то есть, не готов судить об этом. Да я вас спрашиваю даже чисто постфактум, как вы думаете, обязательно это было или нет? Даже не знаю. Возможно, можно было избежать этого. А если с вашими теперешними набором знаний о том, что здесь происходит, вы бы перенеслись в тот момент, когда вас мобилизовали, ваши действия? Постарался бы этого избежать. Постарались бы. Но, скорее всего, все равно бы пошли. Ну, из России я как бы не выездной на тот момент был, поэтому вариантов не очень много. Удалось бы. Не, вариантов не очень много, но как минимум есть вариант отказаться. И что? Ну, на тот момент я не знал, что если я откажусь, что будет. Вы этим интересовались? Ну, интересовался. Нам показывали брошюрки, это не брошюрки, а показывали примеры, то, что кто отказался, там даже 40 уже давали. То есть я не с первого дня мобилизации, то есть она была там 20-х числах сентября, а мне повестка пришла 4 октября. Хорошая идет работа. Такая стандартная политинформация. Это еще, наверное, со времен Союза осталось. Уже и брошюрки успели слепить, кого посадили. А фамилии в этих брошюрках были или конкретные Да, были кейсы? какие-то, даже фотографии были.
Даже фотографии были, даже это было, понятно. Ну, просто если поискать, погуглить такие ситуации, то там буквально единицы. Ну, понимаю. В общем, вас мобилизовали. Дальше что произошло? Дальше в Украине чисто даже не территориальная оборона. 10 месяцев мы просто копали блиндажи, окопы. Где? Охраняли сами себя. Где? В районе города Скадовска. В районе Скадовска. Дальше. В мирной зоне. Ну и А с мирными общались? Да, конечно. В городе Скадовск? Да. И что? Да ничего особенного. Ну, расскажите диалоги. Диалоги ограничивались походом в магазин, допустим, там, грубо говоря, что-то у местных покупали, там какие-то продукты питания, молоко, яйца домашние, все это. Так. Все остальное. Ну что, они вам говорили спасибо, что пришли нас защитить? Да ничего они не говорили. Ничего они не говорили. Как вы думаете, если бы они действительно верили, что вы их пришли защитить, они бы вас благодарили за это? Не знаю. Они понимали, что лучше тоже ничего не говорить, то есть смысла нету ничего. А мы с ними на лишние темы какие-то не общались тоже. Да, понятно. Тут просто... Нам немножко не до этого. Ну, вы видели когда-то в кино, как встречают освободителей? Да, видел. Вас так встречали? Нет. А наших так встречают? Нас вообще никак не встречали. В Херсоне, например. Ну, вот после того, как наши зашли в Херсон, а ваши, соответственно, вышли. Наших встречали так, как вот встречают освободителей, как в кино. Люди доставали флаги спрятанные, несли все, что могли, приветствовали. Как вы думаете, вот этим всем людям, куда вы пришли, да, вот в эти населенные пункты, в которые вы пришли, им там стало лучше жить после того, как вы пришли туда? Я не берусь судить, потому что я там не жил. Вы серьезно сейчас? Да. Но я не видел, чтобы они были как-то обременены тем, что мы там. Ну, вот У честно. вас высшее образование, и вам 43 года. 42. Будет 43, да. А вы не можете сопоставить, что такое жизнь без войны и жизнь с войной? Ну, это понятно. Нет, вы говорите, то немножко не так вопрос задали. Конечно же, война – это Война не то, что неудобство. Война касается людей? Конечно, касается. Я Именно я вам именно вот поставил вопрос. Как вы думаете, до того, как вы туда пришли, людям лучше жилось или хуже? Я не знаю, я не общался с ними на эту тему, раз. Во-вторых, в районе, где мы были, там не было боевых действий. Никаких. Как вы думаете, там сохранились все те возможности у людей, которые были до этого? Не знаю, я не знаю, какие у них были Хорошо, ладно. возможности. Давайте так. Вы живете в Подмосковье, да? Как еще раз город ваш называется? Подольск. Подольск, в городе Подольск. Вы живете в городе Подольск, вы к чему-то там привыкли, у вас какой-то образ жизни, да, есть. Вот город Подольск, в город Подольск заходят военнослужащие другой страны, начинают навязывать какие-то свои правила, бывшие ваши законы у вас не работают, связи у вас нарушены. Как вы считаете, это негативно повлияло бы на вас, как жителя города Подольска? Да, конечно. Это даже если без военных действий. Ладно. Расскажите дальше. Ну вот вы стояли там, вы говорите, ничего не происходило дальше, чтобы... Да, ну потом 27 июля, то есть это, нет тут никакого секрета, я всю эту информацию уже выдавал, да, на допросах. 27 июля... Я у вас секреты и не спрашиваю, честно говоря. Я сейчас не для вас так произношу. Я понял. Они там все знают тоже. 27 июля нас привезли в район города Радинск, неподалеку от казачьих лагерей на Днепр, и поставили задачу стоять на наблюдательных постах. Собственно, на этом наблюдательном посту мы и попали в плен. Это тоже Херсонская область? Да, это Херсонская область, да, казачьи лагеря на берегу Днепра. Угу. Когда это было? Это было 8 августа. 8 августа. И? Дальше что было после попадания в плен? Нет, как вы попали в плен? Шли выставляться на пост и просто попали в засаду. Просто попали в засаду. 200-е были? Нет, не были. 300-е? Не были. Ничего не было. Нет, там без боя все было.
Без боя все было. То есть вас поставили в такие условия, чтобы вам было проще сдаться. Без вариантов, да. Без вариантов. А что это было такое? Ну, их было в 2,5 раза больше, это раз. Так. Во-вторых, они нас точно ждали, но я уверен. Я согласен. Окопались и очень хорошо, и окружили плотно, и там без вариантов дергаться не было смысла. А как же вот этот вот вариант подорваться гранатой? Мы очень плотно лежали кучкой. Если бы я подорвал себя, подорвал бы остальных своих. Ну, были мысли подорваться? Были, конечно. Почему, откуда они взялись? Не хотелось мне в плен попадать. Совершенно не хотелось. Почему? Ну, наслышан о том, что в плену происходит. Брошюрки были по этому поводу? Нет, брошюрок не было. Не было. Но информация Была только информация. Да. Информация. Расскажите об этой информации. Ну, как есть рассказать? Да. Да, то, что людям жопу запенивают и все прочее, там, прочие издевательства. Ну, еще. Вот это и была эта информация. Скажите, пожалуйста, у вас все нормально с вашим пятой точкой? Да, все нормально. То есть никто ничего не запенил вам? Не запенивал. Не запенил. А побрызгал, может быть, хотя бы? Нет? Ничего не было. Но дело в том, что это зона боевых действий. Да, на тот момент вот я думал, что лучше бы я подорвал себя и кто рядом лежал. А сейчас вы что думаете? Ну, сейчас уже мне все равно, я жду обмена. Нет, в смысле все равно. Ну, то есть, что сделано, то сделано. То есть, я уже с этой мысли уже, то есть, ее переварил давно и отпустил. Что бы было, что бы, если бы так, а если бы не так, все. То есть, что сделано, то сделано. Я там, где я есть, ну и все. То есть... Не, ну вы же не суицидник какой-то. Нет, не суицидник, нет. Ну, то есть, это суицидальные фактически мысли, когда человек типа думает, а вот надо бы покончить жизнь самоубийством. Или это было бы хорошо, если бы я это сделал. Вы понимаете, что это фактически суицид? Но это было первые дни попадания в плен, потом все. Понятно, пока ты сидишь в холоде и голоде, и тебе тяжело, и неприятно, то ты, наверное, думаешь, лучше бы я подорвался. Ну, это типа логично. Я имею в виду, на данный момент вы понимаете, что это неплохо, что вы живете? Да, конечно. То есть это лучше, чем если бы вы погибли вместе со своими товарищами. Лучше. Да? Так. Да, так вот, зачем вам эту информацию доносят? Зачем вам втравливают эту информацию о том, как плохо в плену? Чтобы не сдавались, наверное. О том, что там что-то запенивают обязательно. С этой пеной вообще интересная ситуация. Вообще, откуда оно взялось? Надо было такое придумать. Но я думаю, что откуда-то это пошло. Не на пустом месте. Ну, вы знаете... Я лично видел видео со стороны украинских военных с угрозами запенить жопу. Потому что пену они уже закупили на всех. А я видел видео Путина 2008 года, где он говорит, что вопрос с Крыма решен и никто никуда вторгаться не будет. Пропаганда, она всегда работала, работает и будет работать. То есть, какая Нет, бы так ни а была. ваш президент соврал? Ну, откуда я знаю, кто я такой, чтобы решать за президента? Так я не прошу вас решать за президента, я вас прошу оценить объективно слова. Он соврал или нет? Он в 2008 году говорил, что вопрос по Крыму решен. Никто ничего никуда вторгаться не будет. Все. Ну, не знаю. Я такие вещи говорить не буду. Да, это ваше право. Это ваше право, говорить или не говорить. По поводу угроз запенить жопу, ну, такие я не исключаю, что такие тоже могли бы быть. Но есть фактические вещи. В принципе, а как вы думаете, с российской стороны издеваются над пленными? Я не знаю, у меня такой информации нет. Показать вам пару видео? Да нет, не надо. Я думаю, что дураков везде хватает. Дебилов всяких. Это вот... Кто это делает? Да. Так а вы говорите, они разносят эту информацию про то, чтобы вы в плен не сдавались для того, чтобы вы в плен не сдавались и гибли? Наверное, для того, чтобы старались не допустить такой ситуации попадания в плен. Ну, вы же понимаете прекрасно, и они понимают, что эту ситуацию не допустить невозможно. Она может возникнуть. Ну, наверное, в том числе... Она может возникнуть даже если вас просто контузит. И вас подберут бессознательно. Или в полусознательном состоянии. Может быть. Может быть. Так зачем им это нужно? Зачем им нужно, чтобы российский солдат подрывал себя гранатой? Ну, чтобы не сдаваться в плен. Чтобы информация не уходила.
в сторону противника. Так для них жизнь солдата, получается, ничего не значит? Но опять же, тут вопрос более даже не философский, я даже не знаю. То есть отвечать я на него не в компетенции отвечать. Конечно, значит жизнь солдата. Не может такого быть, что не значило. Вопрос в том, что на войне с потерями не шибко считаются с обеих сторон. То есть выполнить поставленную задачу, да, или... С нашей стороны такой позиции нет, что подорви себя гранатой. Но я опять же, я ничего такого не говорил, что это распускал кто-то слухи или информацию, что мы подрывали себя гранаты. Я такого не утверждал. То есть, эта информация, допустим, она попадается в интернете, да, она от каких-то знакомых попадается, то есть звучит. Я не могу гарантировать, что ее распространяет правительство, эту информацию. Ну, то есть, как я сейчас... Справедливости ради. Справедливости ради. Справедливости ради вы разговариваете со мной как человек, который постоянно пытается контролировать свои слова. Конечно. И как человек, который постоянно пытается перевернуть фразу так, чтобы потом там ему за это не прилетело. Ну, естественно. Так и есть Это нормальная смысл в реакция, таком естественная общении. реакция человека. Не всегда. Некоторые не боятся, общаются просто как есть. Как, знаете, вот у вас есть сосед, с которым вы 50 грамм пьете? Ну, у всех есть такие соседи, друзья, там, не знаю, товарищи. Есть, да, допустим. Ну, вот если бы мы общались с вами так, если бы вы рассказывали мне, как своему вот этому вот соседу, да, или хоть где-то приблизительно откровенно так говорили, да, со мной, то в этом было бы, был бы смысл. А вот это вот, знаете, игра слов. Это переворачивание фраз, переворачивание понятий каких-то постоянно. Но вы тоже должны меня понять. Постоянное Переживаю больше не за себя. Да я понимаю, что вы переживаете больше не за себя. У вас просто постоянно идет попытка не то чтобы, да, и подмены понятий в том числе, и типа как здесь знаю, здесь не знаю, а вот если вот такой вот вопрос, то это не в моей компетенции. Ну, что это за детский сад? Какая компетенция? О чем я? Что значит не в моей компетенции? Ну, не хотите вы говорить, так и скажите, я же вас не заставлял. Ладно, давайте еще раз попробуем. Зачем России эта война? Народу России. Народу России? Да. Ну, народу России война это наверняка не нужна. Так. Значит, эта война нужна кому? Правительству. Правительству. Значит, народ России и правительство России это что-то никак между собой не связанное. Народ тоже делится на тех, кто за эту войну, тех, кто против этой войны. Вы много таких знаете, которые воевали и понимали, за что они воюют? Как минимум. Нет, немного. Вы понимали, за что вы воюете? Ну, дело не в этом, а понимал я или не понимал, да, это то, что как это все происходило. Нет, я понимаю, как это происходило, вы уже рассказали. Вас мобилизовали, и выбора у вас не было, и вы пошли. Окей. Значит, я могу сделать для себя вывод, что вы пошли воевать, потому что вас мобилизовали, а выбора у вас не было. То есть это не по вашей воле произошло. Да, не по... Ну, вот вы говорите, что если бы я вернулся обратно во времени, конечно же, я постарался избежать этого. Да, ну это все это понятно. Это понятно. Это мы уже прошли. Мы дошли до людей, которые... Да, извините. О том, что то есть, до нас довели, не довели, до нас довели, то есть непосредственно боевые задачи, да, то есть какие у нас были. Это просто оборона города Скадовска. Все ясно, до вас довели. Оборона города Скадовский. А о тех людях, которые, вот, вы говорите, поддерживают. Я вас спросил, вы много видели на войне со своей стороны людей, которые это все поддерживают? Вы говорите? На войне прям нет, я таки не встречал, потому что, опять же, мы среди мобилизованных, то есть я мобилизованный был среди мобилизованных. И что? Думаете, среди контрактников другая ситуация? Контрактники сами идут. Ну, как вам сказать, сами идут. Вот перед Они вами же, был... то есть они идут с деньгами. Как его всё фамилия, верно. не знаете вы, который Кого? был перед вами офицер? Какой из них? Там их двое. Не Чесорин. Шматков. Да, Шматков, точно.
Вот. Ну, я с ним здесь не шибко общался, я даже не знаю, его контрактник. Я понял, ну вот Шматков, например, перед вами был и рассказывал о том, что ему 5 лет оставалось до пенсии. Ему нужно было, ну, он боялся потерять всю свою там зарплату, пенсию. И снова таки боялся, что его посадят, если он откажется. Чем он отличается от мобилизованного, не пойму. Я просто с ним на эту тему не общался. Его обязали подписать контракт? То есть, если он откажется, я просто не могу понять. Да, его, ну, он говорит, что его бы посадили, если бы. И у него точно такая же была, ну, идеологическая Я работа, просто не как у вас слышал с о этим таких большой. ситуациях, когда предлагают подписать контракт, а в случае отказа сажают. Контракт дело добровольно. Нет, контракт у него был, он служил в армии все это он время. служил в армии. Ему всю 5 дорогу. лет оставалось Всё, дослужить. Понял, Ну, я теперь понял. а чем он отличается? Его точно так же уверяли, обещали посадить, если он не пойдет. Если Как не и вас. продлит контракт или вообще не пойдет Не воевать? пойдет в Украину. Так он действующий военнослужащий, это вполне возможно. Да я понимаю. Я не понимаю, чем он принципиально отличается. Мобилизованные. Сильно Я, не я, отличается. я Нет, сказал нет, о идейности. О идейности. Да, мы начали говорить. Вы сказали, что многие россияне поддерживают эту войну. А вот я среди пленных, уже мобилизованных, контрактников, а общаюсь уже более 1,5 лет. Почти 2 года скоро будет. Идейных практически не видел. Ну, может, 1%. Которые меня убеждают в том, что я здесь воевал, потому что я считаю, что Россия должна захватить Украину. Вот так вот. Честно, руба, да, отвечают. Вот. Вот таких, ну, 1%. Все. Остальные вот почему-то, ну, за что воюют конкретно? То есть, или человек, ну, все, я так понимаю, все воюют за то, чтобы их не посадили. Или за деньги. Или за то, чтобы не посадили, и за деньги. Ну, как бы 2 фактора мотивационных. Так я о том, что вы говорите, что в России многие это поддерживают. Так, у вас режим такой. Ну, то есть люди поддерживают для того, чтобы не попасть в, наверное, в поле зрения правоохранительных органов. Вполне возможно. И одно дело это наклеить себе эту недосвастику на машину, и совсем другое это пойти воевать. Ну, так вернемся. Народу России это зачем? Как вы думаете, как вы считаете? Да по большому счету народу России все равно. Ну не то чтобы все равно, а вот им лично какую-то выгоду, я не знаю, какую выгоду это может принести кому-то из них. Не знаю. Но часть из них думает, что Россия обязана захватить Украину. Есть, да, конечно, есть. Такие люди есть, которые считают, что надо идти до конца, прям вот сквозь всю Украину и дойти до Польши. Конечно, такие люди есть. И до Берлина. А возможно, до Берлина. Естественно, такие Вы есть. знаете население России? Сколько населения? Ну, чуть больше 150 миллионов. Это всего. На самом деле, даже по официальным данным уже чуть меньше. А по реальным, наверное, еще чуть меньше. Но я не буду углубляться. А по территории Россия какое место занимает? Первое место. Первое место. Причем, безусловно, правда? То есть намного больше, чем США. Да? А по плотности населения? По плотности 3/4 страны не заселено. 3/4 территории страны. Видите, вы знаете. Из 325, по-моему, из 235 стран, которые там были в перечне по плотности населения, Россия занимает, по-моему, 217 место. Короче, одно из последних. По ресурсам. По ресурсам мы очень богатая страна. Нельзя не согласиться. Итого, что мы имеем в сухом остатке? Страну с огромным количеством территорий и огромным количеством ресурсов. Так? При этом с очень маленьким населением. Как для таких масштабов? Какие выводы из этого можно сделать? Значит, это ради политического влияния. Я так думаю. А зачем это? Если ресурсы есть, территория есть. Да. А людей недостаточно. Людей, наверное, недостаточно. Какой вывод надо? Ну, мудрый правитель, имея огромную территорию. Значит, присоединить к себе огромные территории ресурсы. ради людей. То есть. Ради людского ресурса. Да. Убивать людей ради присоединения людей. Война – это всегда убивать людей. Ну, я понимаю.
Вы, кстати, осуждаете тех, кто развязал эту войну? Я осуждал тех, кто допустил ее. К чему все это привело? А кто допустил? На это издалека все идет. То есть, да. Расскажите, пожалуйста, про геополитику издалека. Да, давайте, может, какую-то новую конспирологическую Нет, теорию послушаем. они все именно из области конспирологии. Поэтому лучше Давайте, да. мы их не будем озвучивать. Интересно. О том, что какие действительно цели у Российской Федерации. Ну, это вам даже никто не скажет. Ни я, ни более вышестоящие офицеры. То есть никто не скажет. Какие действительно цели. Достаточно сложить 2 плюс 2, чтобы понять, какие действительные цели. Вы просто этого делать не хотите и не будете. Ну, о том, что начинать углубляться в конспирологию, то, что уменьшить Не надо населения и конспирологии. прочее. Не надо конспирологии. Не надо конспирологии. 2 плюс 2. Вообще. Просто. Политические Танки одной влияния, страны присоединение новых территорий и увеличение численности населения. Ну, 2 плюс 2. Что тут еще говорить? Ну, что еще тут думать вам? Ну. Да, такая политика. Ну. Только один момент. Ни народу Украины, ни народу России это не нужно. Не нужно. То есть, исходя из вот этой вот нехитрой концепции, не конспирологической, 145 миллионов пусть на этой огромной части территории. Для того, чтобы лучше понять, надо наглядно, наверное, показать, как это выглядит. Да? А выглядит это следующим образом. Вот, если вы нормально видите, Россия. Вижу. А вот это что? Это то же самое. Нет. Это не то же самое. Это страна под названием Бангладеш. Бангладеш. А, точно. Я просто не увидел вот это зелененькое внизу. Да, я же вас не на урок географии позвал. Я вам позвал, хочу сказать просто, что Бангладеш 169 миллионов, свыше 169 миллионов населения. А в России 145. По официальным данным. Это демонстрация того, сколько людей можно еще заселить в Россию. То есть, если каждому россиянину, если население России увеличить в 10 раз и выдать еще каждому по 10 гектаров земли при этом, всем будет достаточно. С ресурсами та же история. Это к слову о том, зачем России нужно это. Зачем народу России нужно это. А им не нужно это. А что, по-вашему, какая цель действительно? Так вы же ее только что сказали. Присоединение территории, ну да. Просто я думал, что что-то новое, ну, интересное. А что может быть новое? Танки одной страны зашли под столицу другой страны. Что может быть новое? Хотите изобрести велосипед? Нет. Ну, у меня тоже. Все достаточно очевидно. Либо присоединить, либо взять под контроль. Ну, в любом случае управлять. Я хочу добиться понимания, зачем это нужно, если не народу России. Если народу России это не нужно, то зачем это нужно вашим правителям? А точнее, правителю. Если уж мы так на то пошли. Но если это нужно правительству, народа особо спрашивать никто не будет. Так у вас что, народ рабы, что ли, получается? Да нет, не рабы. А кто? Если их не спрашивают ни о чем. А под угрозой тюрьмы отправляют на войну, которая им не нужна. То они кто? Я теряю нить беседы. Смотрите. Да. Вы президент России. К примеру. Не по факту, конечно же. У вас есть вот эта вот вся огромная территория с вот этими всеми огромными ресурсами, и у вас демографический кризис реальный. То есть мало того, что у вас просто мало населения, так оно еще и уменьшается, а это факт.
При этом вам никто не мешает. Вы торгуете нефтью, газом, другими ресурсами. Вроде все нормально. Экономика вроде как должна идти вверх. Никаких проблем. Какое ваше решение на этом посту? Решение такое. Есть куча министров, которые каждый отвечает за свою сферу деятельности. Да. Естественно, задачу ставить им, чтобы они выясняли, почему так происходит. Где, откуда это все. Да. Но по факту... Что вам нужно сделать? Вот, никакие указания вы раздадите, а что вам нужно сделать? Повысить, наверное? Да, элементарно повысить уровень рождаемости, конечно. А для этого нужно повысить уровень жизни, верно? Уровень жизни, да. Да, правильно. Правильно. Это самое мудрое решение, которое можно принять в этой ситуации. А самое глупое решение, которое можно принять в этой ситуации? У вас огромная страна, огромные ресурсы и мало людей. Самое глупое решение, какое можно принять в этой ситуации. А давайте-ка повоюем этими людьми. Потому что бабы еще что? Нарожают. Нарожают, да. Такое выражение в одной единственной стране мира есть. Но они что не очень рожают. Но этому выражению больше 100 лет. Да, какая разница? А войнам, в которых принимает участие Россия, сколько лет? Россия много где принимала участие, в каких войнах. Да. А кто нападал на Россию вот уже в этом виде, которую Ельцин создал? Никто. Видите. А Россия на кого нападала? Со времени независимости. Ну, в данный момент только Украина. А Молдова? А Грузия? Ну, на Грузию никто не нападал. Угу. Как вы считаете, часть Грузии, она находится под политическим влиянием России на данный момент? Часть Грузии? Да. Нет. Грузия не находилась со времен распада СССР, не находилась под политическим влиянием России. Угу. Особенно после вступления Грузии в НАТО. То есть, Грузии в НАТО. ну, не в НАТО, а потом был момент, это был, наверное, 2002 год или 2001 год. А, и что было? Я учился еще курсантом был, да, у нас был спецфакультет, где учились грузины в училище военном. Ну, вот в какой-то момент их просто попросили оттуда. Кого попросили? Грузинских курсантов. Вот нам так объяснили, что то ли готовятся вступать в НАТО, то ли еще что-то. Вот вам войны России за последних 30 лет. В 92-93. Россия оккупирует Приднестровье. Или вы думаете, что Приднестровье просто так отошло под политическое влияние России? Так случайно случилось. Никто не воевал, никто не вторгался, оно бац! И само отошло. 92-93. Россия спровоцировала Абхазскую войну. 14 августа 1992 года Россия спровоцировала войну между абхазскими сепаратистами и правительством Грузии. Поддержав сепаратистов, российское оружие оказалось в руках абхазов. Российские самолеты бомбили гражданские объекты на территории, контролируемой Грузией. Российские военные суда участвовали в обстрелах Сухуми. Война закончилась отторжением Абхазии от Грузии. Чего и хотела Россия? Думаете, этого не было? Вполне возможно. Так скажите, что я не знаю. Первая русско-чеченская война. Ну, там элементарно наведение конституционного порядка. То есть Чечня хотела отделиться, стать А независимой. что же не послушали? В России уже очень сильно интересует. Но это нарушение целостности. То есть, если каждая сейчас А дать как возможность... же Крым? А как же Донбасс? Это не нарушение целостности? Нарушение. То есть Россия не права в этой ситуации? В какой? В случае Донбасса и Да, Крыма? в случае аннексии Крыма и вторжения на Донбасс. Я опять же не буду такие громкие заявления Конечно, давать. не будете, да. Права, не права. Ну так, а что тут давать? Ну вот. Если бы население Донбасса вы в и ситуации- Крыма было не согласно с этим совсем. Так, а население Чечни было не согласно. Вы только что сами сказали. Чечня захотела независимости, суверенитета.
Ну, так и есть. Я говорю, окей. Ну, Россия, Начали бомбить. там неважно, какие были потери у России, да, все это, но она добилась того, что Чечня не отделилась. Мы не говорим о том, кто чего добился. Мы говорим о правоте либо же не о правоте. Ну, с территориальной Если политической говорить о точки праве зрения, сильного, да, ну, то это совсем другой разговор будет получаться. Значит, вы тогда просто можете сказать, как вот мне там один говорил, Россия воюет, то есть Россия пытается захватить территории, потому что может себе это позволить и захватит ровно столько, сколько посчитает, ну, столько, сколько сможет. Если так, то совсем другой разговор. Но вы же вроде как с претензией на какую-то объективность, типа. объективность такая, то есть Чечня это нарушение. То есть о чем вы меня перебили? Я хотел сказать, что у России получилось, да, не допустить отделения этих территорий. Да. Вот. Это должно было получиться у Украины, да, не допустить отделения этих территорий. Донбасс, Луганщины, Донеччины и, соответственно, Крыма. Угу. На момент Крыма, естественно, Украина была слишком занята другими вопросами. Вы мне снова рассказали историю о том, кто что смог допустить или не смог. Ну, А я вам говорю о международном о войнах и международном праве и вообще морали как таковой. Вот мы дошли в войны, в которых участвовала Россия. Да? Я вам говорю, первая российско-чеченская война, вот 94-96 год. Да? Вы говорите, ну, Чечня захотела независимости. Россия ей не дала эту независимость. Кто здесь прав? Чисто с моральной точки зрения. Россия или Чечня? Чечня, которая хотела независимости, или Россия, которая ей не дала? Кто прав с моральной точки зрения? с моральной. Да, чисто с моральной. Потому что, ну, вы же еще все-таки не президент, выходите из роли. С моральной, наверное, все-таки Россия была права. Россия была права. Кто с моральной точки зрения прав в Крыму? Россия или Украина? Ну, жители Крыма сами это выбрали. Так жители Чечни тоже сами это выбрали. Почему здесь Россия права, чеченцы не правы? А там наоборот. Как это так? Тут знают, тут не знают? Да нет. Ну. То есть, ну, я просто, у меня тот же самый вопрос, но почему как Украина не то, что не подготовилась, наверняка об этом была информация. Да мы не о готовности, господи. Мы не о готовности. Конечно, если бы Украина была бы более подготовлена, то, может быть, и Россия бы вообще полномасштабно бы не вторглась бы на Донбасс. И, конечно же, если бы было бы все иначе, то было бы все иначе. Я тоже не президент. И все это время Украиной не правил. Даже не депутат. Вот мы с вами сидим, общаемся. Просто чтобы понимать политиков и зачем они это делают, надо переставать думать человеческими мерками. Поэтому разговор, ну, по сути, он не клеится у нас именно по этой причине. Вот, допустим, будь я политиком, для меня Крым – это очень важный стратегический объект. С выходами к морю и прочим, и очень удобное расположение. Для вас вся земля – это важный стратегический объект? Ну, конечно. Если так мыслить. То есть, где заканчиваются важные стратегические объекты? Вот вам Россия, да, я вам показывал, да? У нее выходов к морю, выходов к океану, выходов куда угодно, в тайгу, и более чем достаточно вообще всего. Но тут почему-то надо посмотреть именно на вот это вот, понимаешь, очень важный стратегический. А где заканчиваются важные стратегические объекты? Где? Надо, значит, захватить всю землю. Правильно? Ну, всю землю не получится, то есть расценивают, то есть свои силы тоже оценивают. А Крым зачем? Почему так важно? В чем дело? Во-первых, выходы к морю, да? Да, выходы к морю. Да. Во-вторых, это опять же присоединенная территория. Да я понимаю, что это присоединенная. Да я понимаю, что это присоединенная территория. Вот у нас, смотрите, карта, видите? Вот это вот та часть, о которой мы сейчас говорим, да, Черное море. А вот это вот Финляндия, вот это вот Санкт-Петербург. Видите, какое между ними расстояние? Видите? Финляндия заходит в НАТО, да? И вот это вот море
Вот то, что выход к нему есть, это уже, в общем-то, не так важно, потому что выход и у НАТО уже есть. Да? Почему здесь важно было бороться за это море? Да? Чтобы Украина, например, там не вступила в НАТО, и вот здесь вот не были натовские суды. А здесь не важно. Ну, конечно же, Почему важно. не Там же захватить- на границе тоже стоит... Я понял. Почему не захватить Финляндию? Почему не вторгнуться? Почему не захватить часть Финляндии вот здесь вот? Чтобы вот эту вот часть моря себе отжать. Это же как классно было бы. Вот. Супер. Смотрите. Вот Санкт-Петербург. А вот Финский залив. Захватили Хельсинки. Вот Ханка. И вот все. Таллин еще. И все море ваше. Какая прелесть. Как замечательно. С точки зрения политика. Ну, так? Так. Конечно. Но только я вам скажу, что это с точки зрения не политика, а какого-то сумасшедшего. Потому что... Я в этом деле обыватель, я не политолог и не военный эксперт. Да вы не военный. Поэтому- Я ж с вами говорю, с точки зрения политика. Потому что с точки зрения политика, еще раз вам повторяю, вот Россия, посмотрите. Вот это все Россия. Вот тут огромное количество территорий, которые можно развивать. Не надо захватывать, не надо наступать, ничего не надо делать. Просто развивать. Чтобы здесь везде жили люди счастливые, рожали детей. А если вы мне приводите в качестве аргумента, что надо было зайти в Крым, потому что здесь вот якобы выход к морю, то вот еще куча выходов к морю. Везде надо зайти, получается? Да нет, на самом деле не надо вообще никуда ходить. Потому что того, что есть, достаточно вот так вот. Уже самая большая страна в мире. Ну, казалось бы, уже типа как, ну, стремиться-то не к чему. Кроме как к саморазвитию. Но нет. Украина плохая, Украину надо захватить. Казахстан будет плохой, Казахстан надо захватить. Ну и так до Берлина. Только есть один нюанс с Берлином. Совокупное население Германии и Франции, только лишь двух стран, превышает совокупное население России. У нас уже карта открыта. Вот Германия, вот Франция. Вот здесь вот живет больше, чем вот здесь вот. Так что могут возникнуть проблемы. Потому что это только две страны НАТО. Штаты, Канаду я уже не беру. Политик говорит, себе с точки зрения политики. Не, ну мы же смотрели страны, да? Россия, войны России, да? На Чеченской войне закончили, да? Вторая российско-чеченская война. Первая закончилась ничем, да? То есть чеченцы... Ну как она закончилась ничем? Чечня осталась в составе России. Ну, Чечня осталась на своих условиях, правильно? Ну, можно сказать и так. Хотя там вот первая российско-чеченская война, по официальным данным погибло всего лишь 5000 россиян. По данным Союза солдатских матерей, который тогда еще существовал, сейчас почему-то существует только формально 14 тысяч. Ни о чем. А сейчас потери, знаете? Да? Не, ну... Даже примерно? Все уже нам про эти 300 тысяч уже все рассказали. Все. Здесь нам все уже раз 300 рассказали. Думаете, это неправда? Да откуда я могу знать, правда это или нет? Я же не Да подсчитывал. просто, вот, как вы думаете? Как вы... Вполне возможно быть правдой, конечно. 8 августа 2008 года российские войска под предлогом защиты населения начали вторжение в Грузию с территории сепаратистских республик Южной Осетии и Абхазии. Мы об этом уже читали. Да? Это чей сайт? Ну, это украинский сайт? Да. Ну, просто каждый раз, это что касается Донбасса и Луганска, и Грузии, ни слова не говорится о том, что по Цхинвалу были нанесены удары, допустим, со стороны Грузии. И по Донбассу были нанесены. Конечно. А у меня один только к вам вопрос.
а какое вам дело до того, что происходит не в вашей стране? Мне лично, ну, это... Но вы приводите вопрос этот ко мне аргумент? лично, потому что меня спрашивают, а почему вторглись? То есть меня спрашивают, как обычного гражданина, да, который не имеет к политике никакого отношения. Меня спрашивают. Ну, То есть я отвечаю о том, что глаза и уши тоже есть, и объективное мнение, если вы хотите объективное мнение, то это и есть защита местного населения. Вот в случае Грузии это защита местного населения. да. В случае Донбасса, Донецка и Луганска я не могу всю подоплеку вот этого поднять, потому что я немножко, может, мозгов мне не хватит немножко понять это. Для меня это изначально было гражданской войной внутри Украины. Все, что происходило на Донецке и Луганске с 2014 года. А вы интересовались, что там происходило реально? То есть я смотрел без, ну, честно, без особого интереса, смотрел, как довоюют добровольцы там и все прочее. То есть для меня это было лишь действительно гражданской войной. Вот. И как я думал, то, что это происходит на территории Украины, Украина разберется со своей территорией. Я понял. А что в этой гражданской войне, якобы гражданской, делают российские добровольцы и российская техника, опять-таки, если это гражданская война? Ну, всегда так было, и какое-то государство в этом всегда должно быть заинтересовано. И оно всегда будет помогать чем-то той или другой стороне. Не может такого быть, чтобы без участия более крупных каких-то стран, да, соседних, там не соседних, происходила какая-то гражданская война. Такого никогда не бывало. Сама по себе на ровном месте она никогда не происходила. Попробую посмотреть. Так, 8 мифов о российско-грузинской войне. Ну, это чисто так, да? Почитаем. Да? Нам же интересно. Значит, миф номер 1. Войну начал Саакашвили. В июне 2008 года различные информационные источники сообщают, что политическое решение о скорой, предположительно в августе, войне с Грузией в Москве уже принято, что курирует подготовку лично Путин. Официальное информационное агентство Осинформ обнародует формулу будущей войны. Миротворческая операция по силовому принуждению агрессора к миру. 5 июля начинаются широкомасштабные маневры Северо-Кавказского военного округа «Кавказ-2008». В них принимают участие 8 тысяч военнослужащих, 700 единиц бронетехники. Слушайте, это прям как вот у нас тут тоже начиналось то же самое. Тоже масштабное учение пошло, никто никуда вторгаться не собирался вроде как. Просто учение. Границы с Грузией перебрасываются десантные подразделения, ну это понятно. Маневры. Участвующие в них войска не возвращаются в места постоянной дислокации. 1 августа из Владикавказа в Цхинвали стали в организованном порядке прибывать российские журналисты. Вскоре их число возросло до 50 человек. Но ни одного иностранного, за исключением корреспондента украинского телеканала «Интер», среди них не было. Российские власти установили жесткую систему допуска, аккредитацию следовало получить и в Минобороне, и в МИДе. Через это двойное сито могли просочиться только самые проверенные и доверенные. Так были обеспечены условия не только для массированного вторжения, но и для того, чтобы о нем сообщалось лишь то, что следовало сообщать. Так, где же обстрел, собственно говоря, этого Цхинвали? Ну вот. То есть, в этот день, да, после того, как посвозили всех этих журналистов, 29 июля 2008 года, начались военные действия. И начали их в соответствии с планами из Москвы. Полностью подконтрольной России южно-осетинские вооруженные формирования. Они приступили к массированному и систематическому обстрелу сел Южной Осетии, находящейся под юрисдикцией Грузии, и позиции грузинского контингента миротворческих сил. Огонь велся из минометов и 120-миллиметровых орудий, вообще запрещенных в зоне конфликта, и там погибли люди. Это не отдельное обострение, а в застарелом противостоянии сепаратистов с центральной властью. Это откровенная прелюдия войны. Сознательная провокация с целью вызвать ответные действия. Так городская шпана подсылает малолетку задираться с прохожим, чтобы затем выскочить из-за угла.
Власти Тбилиси прекрасно понимали, что от них ждут, но долго сносить удары невозможно. К вечеру 1 августа грузины начали ответный артиллерийский огонь по позициям боевиков в окрестностях Схинвали. Осетины отвечают расширением зоны обстрела грузинских сел и усилением интенсивности огня. В ход идут уже крупнокалиберные минометы 120 миллиметрового оружия. Ну вот вам бомбили Схинвали. Ну это точно то же самое, что и бомбили Бомбас. Сначала туда заходят российские добровольцы всякие, так называемые, на своих танках, провоцируют войну, потом начинается война, потом они кричат: ай-яй-яй, зачем вы бомбите Бомбас? То же самое от Схинвали. Защита мирного населения? Нет. Я не могу. Я не могу, то есть, для себя принять тот факт, не могу гарантировать, что все, что вот здесь написано, это все соответствует. Конечно, вы не можете принять этот не факт. Могу. Конечно. Потому что я не присутствовал, достоверных источников информации. Да, это все понятно. Это все понятно. Факт остается. Если вы хотите мою главную мысль услышать, да, я доверяю правительству своей страны. Ну, конечно, конечно. Я доверяю. Если бы вы погибли, за что бы вы погибли? Ну, есть такое понятие выполнения приказа. Я понял. Вы бы погибли за выполнение приказа? Я бы погиб за свою страну. Вы бы погибли за выполнение приказа, вы бы погибли за выполнение за свою страну, но вы объяснить, зачем это вашей стране нужно, не можете. Я и не должен это объяснить. То есть, по идее... Понятно. То есть вы человек, которому завтра ваша страна скажет: спрыгнет с 16-го этажа ради своей страны, и он спрыгнет, правильно? Да нет, когда человек отправляют на войну, человек прекрасно понимает, что с ним там может произойти. Ну, конечно. То есть с 16-го этажа вы можете погибнуть сами, а на войну вы еще можете кого-то Можно не пойти на эту войну, можно бегать где-то прятаться, да, действительно. Ну, так если не хочешь идти, то есть боишься того, что тебя убьют, тогда надо как-то искать способы избежать этого. Так я понял, так за что погибли вы? За свою страну? Ну, вы можете объяснить, зачем это вашей стране? Вы этот стул сейчас сломаете. Но время покажет, то есть время все расставит на свои места, то есть правда все равно. Нет, время... Чья бы она ни была, она все равно вскроется. Время расставит на свои места, и потом такой же, как вы, через 10 лет, когда вы вторгнетесь еще в одну страну, и такой же, как вы, будет сидеть, разговаривать с журналистом, он будет говорить о том, что в Украине защищали мирное население. Защищаете вы мирное население в Украине? Ну, защищали, да. Мы такую задачу выполняли. То есть на территории Скадовска того же. На территории Скадовска. Да. А просил вас кто-то из этого мирного населения прийти в этот Скадовск? Меня лично никто не просил. Ну, так кого вы там защищали? И вот если говорить об этом конкретно моменте, да, то вернемся в самое начало, к Молдове, да? Вот это ваш генерал. Я не знаю, слушали? Как бы это парадоксально не звучало, а может быть смешно, не берусь судить, то я не могу более рассматривать законно, подчеркиваю, законно избранного президента Молдовы Снегура как президента. Да, избран законно, на волне эйфории, роста национального самосознания, самоуважения, но вместо державного руководства организовал фашистское государство. И клика у него фашистская. Все ровно то же самое. 30 лет назад. А это вы. 30 лет назад. Казакам здесь делать нечего. Надо уходить срочно. Потому что имейте в виду, что ваше обращение будет завтра уже передано по телевидению, и ваши друзья увидят. То есть говорите совершенно сознательно. Не из-за того, что окружены нашими молдавскими солдатами. Я это знаю, что здесь они нас просто так втянули в реальную политику, можно сказать, в эту игру. Мы оказались как орудие, что ли. Исполнение. Будем так говорить. Так что время ничего не расставит на свои места. Потому что с момента 92-93 год прошло 30 лет.
точно такие же, как этот российский солдат сейчас в Украине, и говорят точно то же самое. И говорят, мы не знаем зачем, но мы выполняли то, что нужно нашей стране. А вашей стране нужно просто убивать людей и захватывать территории. Ну, чтобы вы понимали инструментом, чего вы являетесь, раз уже так вы хотя бы будете честными перед собой. Никакой защиты нет. Или если есть защита, то покажите мне хотя бы один регион, в который вторглась Россия, где стало жить лучше. Можете брать вообще 500 лет назад. Вот такой исторический шмат. Вот. Где стало людям лучше жить после того, как туда вторглась Россия? А вы мне подскажите, куда Россия вторглась? Кенигсберг, знаете такой город? Ну да. Лучше там стало жить? В Карелии лучше стало жить? А когда там было плохо жить? В Карелии. Пока туда не пришла Россия, там было замечательно. И Финляндия сейчас живет замечательно. Кенигсберг, который называется Калининград. Да. Ну, Один из самых красивых и благополучных городов России. да, конечно, потому что он от Германии остался. И архитектура вся в том числе. И инфраструктура. Да, согласен. Но если сравнивать его с немецкими другими городами, которые на сегодняшний день, просто, да, посмотреть, то там получше. Если сравнивать Карелию с финскими территориями, куда не вторглась Россия и не захватила, то там тоже лучше. Если взять Приднестровье, то из Приднестровья люди ездят в Украину через границу, чтобы купить колбаски и что-то нормального вообще поесть. Потому что там ни хрена нет. Там один вид колбасы и все. За Грузию не знаю, что там, честно. Народ. А народ Донбасса, студенты, которые, честно, прямо скажем, не за Украину и не за Россию, они вообще были слишком молодые, чтобы об этом задумываться. Когда им стукнуло 18-19 лет после полномасштабного вторжения в 22 году, их посрывали с пары, отдали в руки ржавые автоматы и отправили воевать. Думаете, им сильно этого хотелось? Нет, конечно. Ну вот их защитили. Многие из них кормят червей. А если бы Россия просто не приходила на территорию Украины, просто была бы у себя, то просто ничего бы этого бы не было. Вот и все. Но вы каждый постоянно задумываетесь, кто где кого там где бомбил, где угодно, только не у вас в стране. Хотел показать вам пару эпизодов, как Россия сама по себе живет при этом. Вы же, наверное, скажете, что это вырвано из контекста. Что везде все очень хорошо, вот это вот. Да не может везде все хорошо быть. Да вот, россияне сами снимают, как они живут. Ну, конечно, такие есть места. Ну, так если есть такие места, то вашей стране, наверное, и вашим людям-то лучше облагораживать эти места. Не спорю, Ну, конечно. Так где же логика вашего заявления, что вы бы погибли за свою страну? Если вашей стране нужно, чтобы вы жили, а не гибли. Вы знаете, сколько потрачено уже денег на эту спецоперацию, так называемую? Догадываюсь, что много. Да, и какую бы сумму я вам не назвал, вы все равно скажете, что это непроверенная информация. Но я вам так на будущее скажу. Можно было взять по 2000 баксов и пойти каждому россиянину уже в руки раздать. Просто. Вот так приходят к вам, говорят: товарищ Подобаев, добрый день. Вот вам $2000, не идите никуда воевать, пожалуйста. Сделайте еще одного ребенка. Спасибо, товарищ. Вот это было бы за страну. Вам звонить домой нужно? Да нет. Вы звонили уже? Да, я последний раз звонил 21 октября. Вы звонили с Львова. Со Львова. Угу. Понятно. Ну ничего, ничего. Все нормально у вас там дома, да? Был на тот момент, да, все в порядке. Все в порядке. А если бы вашу жену, ребенка ракета прилетела, как бы вы к этому отнеслись? Ну, как бы, как любой другой человек к этому относится. Да.
Так вот, с Для меня России, это стало бы трагедией. Так вот, с России в Украину летят ракеты уже почти 2 года. Ну, я не спорю, что ракеты летят, конечно. Да. И убивают людей, таких как вы, Вполне у которых есть жены и дети, как у вас. А вы говорите это за вашу страну. Опять же, не я принимаю такие А решения. между вами и теми, кто запускает ракеты, разницы по существу никакой нет. Вы все инструмент и оружие для убийства украинцев. За вашу страну. Ну, вообще, вы как вы считаете, ненавидеть россиян для украинцев это нормально? Для украинцев? Да, это ненавидеть- естественное чувство. Нет, конечно. Неестественно. Но ненавидеть стали уже откровенно, естественно, после начала СВО. Да. Так это естественно или неестественно? Это для человека неестественно. То есть, точнее, это противоестественно. Если бы в вашего ребенка и жену прилетела ракета из Украины, вы бы ненавидели украинцев? Конечно. Так это естественно? Естественно. Почему в вашем случае это естественно, а в нашем нет? Почему я говорю, что не должны ненавидеть? Ну, я спросил, ненавидеть россиян для украинцев, это естественно? Естественно, после того, что происходит. А, ну, да. Это естественно. Да. Само по себе это, естественно, не... Чувство Нет, ну, лишь- просто так взять и кого-то возненавидеть, конечно, нет никакого смысла. Нет. Ну, это, конечно, противоестественно. Ну, естественно, я бы тоже ненавидел, если бы прилетела ракета. Ну, вы понимаете, да? Конечно, понимаю. Но вы понимаете, в качестве кого вы здесь находитесь вообще или нет? Ну, в качестве врага. А еще в качестве оккупанта. Так или нет? Вы С оккупант вашей или нет? точки зрения, да. А с вашей? Ну, я себя не считаю оккупантом. Ну, а кто? Я военнослужащий Российской Федерации. Правильно, российская военнослужащая вторглась в Украину? Оккупирует части страны? Освободила. От чего? От чего освободила? И скажу так, она присоединила их к России. Так освободила или присоединила? Присоединила. А присоединение – это оккупация? Ну, по сути, оккупация, да. Так вы оккупант или нет? Оккупант. По традиции мы предлагаем в конце интервью обратиться в российскую сторону, к своим соотечественникам, сказать, что вы думаете об этой войне, стоит ли сюда идти или Ну, нет. позвольте мне этого не делать. Позволяю. Я вас вообще не заставлял даже со мной общаться. Ну, в процессе уже понял, что вы сейчас будете. Не знаю, тут не знаю. Зачем? Вы даже домой звонить не хотите. Я думал, ну, вас мотивирует, может быть, в звонок вы хотите позвонить. Я бы мог бы дать бы вам позвонить. Меня сюда привели. Привели. И что? Ну, я не знал вообще совершенно. Я думал, это очередной допрос какой-то. Но я же вам задал вопрос в самом начале. Я понял, я... Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию нашего видео? Я да, спросил. Вы не поняли этого? Понял. Ну ладно, идите. Что делать? Поговорили, как поговорили. Вы же сами понимаете.